Ну что ж, давайте поговорим о Кантарелле, новой пятизвездочной Хавок-героине. Она универсальный боец, наносит урон как на поле, так и вне его. Лечит команду, а еще усиливает Хавок урон и резонанс скилл урон своим аутро. По сути, она сочетает в себе ДПС, баффера и хиллера, что делает ее очень гибкой в подборе команд. Но эта гибкость не дается просто так. Ее геймплей не назвать легким. Чтобы раскрыть ее потенциал на максимум, нужно понимать, как правильно выстраивать ротацию. Давайте разберемся с ее механиками пошагово. Начнем с интро-скилла и транс-стаков. Бой следует начинать с интро-скилла. У него две вариации, но в реальной ротации используется только Ripple. Этот навык наносит Хавок урон, сразу запуская базовую атаку 3 ступень. И дает один транс-стак. Когда накопите 5 стаков, сможете активировать усиленную тяжелую атаку Delusive Dive, которая переводит Кантареллу в особое состояние Мираж. Есть еще одна вариация интро-скилла, которая срабатывает, если использовать его в Мираж состоянии. Но она ничего полезного не дает, так что просто забудьте про нее. Оба варианта интро-скилла активируют Abyssal Rebirth, который дает Кантарелле концерт энергию, когда ее союзники используют эхо скилл, базовая атака и резонанс скилл. После интро скилла Кантарелла сразу выполняет базовую атаку 3 ступень, что дает еще и концерт энергию и транс-стак, как мы уже сказали до этого. Остальные базовые атаки мы пропускаем и сразу используем резонанс скилл Graceful Step. Он особо ничем не примечателен, но нам важен, потому что дает еще немного концерт энергии и еще транс-стак. Ульта и состояние Миража. Теперь ульта. Она наносит хороший урон, сразу дает 3 транс-стака. Да, один будет лишним, но без этого никак. И активирует координированные атаки. Они работают так же, как у ЗЖ. При нанесении урона союзниками дополнительно будет наноситься урон от Кантареллы. Теперь у нас есть 5 транс-стаков, так что можно активировать Delusive Dive. Это усиленная тяжелая атака, которая переводит Кантареллу в состояние Мираж, полностью меняя ее стиль игры. В состоянии Мираж новый скилл и Perception Drain. В Мираже ее резонансный скилл превращается в Flickering Reverie, который замедляет врагов и накладывает Hazy Dream. Этот эффект заставляет цель получить дополнительную атаку Jolt, когда Кантарелла наносит ей урон. Ее базовая атака также меняется на Phantom String, который заряжает новый индикатор Shiver. Это 3 звезды под ее форте. После 3 стаков Shiver можно активировать Perception Drain. Мощный удар, резонанс скилл, который не только наносит урон, но и лечит всю команду. А еще он снова накладывает Hazy Dream. После этого просто используйте эхо скилл и ротация завершена. Таким образом, полная ротация будет выглядеть таким образом. Бой начнем мы со второго саппорта. Это, скорее всего, или Верина, или Хранительница Берегов, ну или, может быть, Байджи в вашей команде. Собираем все бафы, которые нужно активировать, и концерт вашим вторым саппортом. После этого переключаемся через интро на Кантареллу. Используем обычную атаку, используем скилл, используем ульту. У вас уже должно получиться 5 стаков форта. Используем заряженную атаку, используем пару скиллов, пока не активируется резонансный скилл. И после этого бьем еще пару раз, уже особая атака ее. Активируем эхо и переходим на ДД. И все, и после этого все повторяем по кругу. Все заново, по сути. Опять же, саппорт второй. Собираем им все стаки, все бафы и концерт. Кантарелла через интро. Обычная атака сразу же, сходу, чтобы получить 1 стак транса. Скилл, ульта.
Сразу активируем тяжелую атаку, переходим в Мираж, заряжаем ее 3 звезды, активируем спецскилл снова, резонансный скилл, используем его, эхо, и переключаемся на другого ДД через Алтра. И все. Я думаю, получилось вполне понятно. Здесь вот я сейчас на экране появится комбинация, чтобы было удобнее, если вдруг, может быть, я не совсем понятно объяснил, чтобы вы визуально прочитав поняли. Оружие для Кантареллы. Шепот сирен. Сигнатурное оружие, идеально созданное для нее. Увеличивает крит урон, атаку, бонус к урону от базовых атак, игнорирует сопротивление к урону Хавок. А его бонус активируется естественным образом в ротации. Сигнатурка Зежи. Отличная альтернатива с крит уроном, атакой и мощным бонусом к урону от базовых атак, который Кантарелла полностью использует благодаря частому применению базовых атак и резонанс скиллу. Стринг Мастер. Сигнатурка Инлинь. Универсальный вариант с крит шансом, бонусу ко всем атрибутам и бонусу к атаке, что делает его одним из лучших вариантов. Cosmic Ripple. Отличный фри-то-плей дружественный вариант, обеспечивающий Кантареллу столь необходимым восстановлением энергии, а также значительно увеличивает силу атаки и бонус к урону от базовых атак. Аухмент. Сильный универсальный вариант для тех, кому нужен крит шанс и стабильный бонус к атаке после использования высвобождения резонанса, что делает его отличным выбором среди 4-звездочных оружий, хоть и из Battle Pass. Fusion Accretion. Еще один фри-то-плей дружественный вариант, который не только увеличивает атаку, но и дает дополнительное восстановление энергии при использовании резонанс скилла, что особенно полезно для Кантареллы, так как у нее высокие требования к восстановлению энергии. Jizo Keeper. Простой, но эффективный 4-звездочный вариант с удобным бонусом к атаке после использования интро-скилла и хорошим основным показателем атаки. Лучшие наборы эхо для Кантареллы. Midnight Veil предоставляет 10% бонуса к Хавок урону и добавляет дополнительный урон при использовании Алтра владельца. Также усиливает Хавок бонус урона для входящего персонажа при активации Алтра. Этот сет лучше всего подходит для поддержки Хавок ДПС, но также улучшает и личный урон Кантареллы. Лучшие основные эхо для этого сета. Первый вариант это Лорелей. Дает 12% Хавок бонуса и 12 бонусов к базовым атакам при установке в основной слот, что делает его отличным выбором для персонажей, фокусирующихся на базовых атаках. И другой вариант это вот этот вот новый Nightmare Impermanence Heron. Дает 12% Хавок бонуса и 12 бонусов к тяжелым атакам. Идеально подходит для персонажей, сосредоточенных на тяжелых атаках. Следующий вариант это Moonlit Clouds. Этот набор дает 10% к бонусу восстановления энергии, помогая снизить требования к шмоту на восстановление энергии. Кроме того, после использования Алтра передает следующему персонажу баф в 22,5% к атаке, что усиливает его урон. Универсальный саппорт набор для Кантареллы, подходящий для любых команд, но уступает другим сетам в специализированных билдах. Лучшее эхо в этом случае будет Impermanence Heron, вот этот вот. Саппорт эхо, которая жертвует личным уроном ради бафов для команды. После использования и мгновенной смены на другого персонажа дает 12% буста урона, а в сочетании с 5 частями бонуса Moonlit Clouds прибавляет еще 22,5% к атаке, создавая сильный баф для основного ДД. Также восстанавливает много энергии, позволяя компенсировать недостаток восстановления энергии в статах. И последний вариант это Empyrean Anthem. Предоставляет 10% к бонусу восстановления энергии и 80% бонус к урону от координированных атак.
Также дает пассивный баф к атаке активному персонажу. Если экипировать персонажа и он критует координированными атаками. Отличный универсальный сет поддержки для Кантареллы, так как она стабильно запускает координированные атаки. Этот сет альтернативный вариант для Moonlit Cloud и Midnight Veil. В этом случае лучший основной эхо будет Геката. Дает 40% бонусов к координированным атакам, что делает его лучшим выбором для персонажей, использующих этот стиль атак. И идеально синергирует с 5 частями бонуса Empyrean Anthem. Лучшие статы эхо для Кантареллы. Оптимальный выбор. В четверочку ищем крит шанс, крит урон, в зависимости от того, чего у вас не хватает. В одну тройку берем Хавок бонус урона. А в другую тройку, в зависимости от того, чего вам не хватает, если у вас энергии меньше 140, берем на восстановление энергии. Если, например, у вас достаточно бонуса к Хавок урону, то берем силу атаки. Ну, естественно, если не хватает бонуса к Хавок урону, то Хавок троечку. И обе единички берем на силу атаки. Естественно, не в моем случае, у меня тут почему-то одна на защиту, но это я потом поменяю. И конечные статы у вас должны получиться вот такие. Атака минимум 1500, и отсюда уже чем больше, тем лучше. В идеале 2200. Хавок бонус минимум 30%, но в идеале будет 82%. Тут все зависит от того, какой вы сет еще перед этим использовали. Крит шанс 60% минимум, ну и чем больше, тем лучше, естественно. Крит урон 270%, и чем больше, тем лучше, естественно, опять же. Восстановление энергии должно быть 140 минимум. И завершим выбором команд. Небольшой нюанс на данный момент фактически это то, что Кантарелла полноценно не может пока что никого саппортить, так как Хавок персонажа, который сейчас есть, никто не использует по полной программе резонанс скилл. А те, кто пользуется резонанс скиллом, они не Хавок элемента. Таким образом, у нас первый вариант команд это будет Камелия. Или же вместо Камелия можно взять Хавок Ровера. Или в последнем случае это вот Данжи у нас будет. Во второй слот, естественно, Кантарелла. И в последний слот это у нас или Верина, или Хранительница Берегов. Если будете играть с Данжи, то лучший вариант будет это Верина, так как Данжи она очень много времени проводит на поле боя. И плюс лишним дополнительное исцеление не будет для Данжи. Следующий вариант это команда с Карлотой. Так как Карлота пользуется резонанс скиллом, и Кантарелла сможет ей бафать его. В данном случае не надо забывать о том, что Карлоте еще нужно хорошее количество восстановления энергии, чтобы часто пользоваться ультой в этой ротации. И в последний слот берем Хранительницу Берегов или Верину. И последний вариант, на мой взгляд, самый лучший на данный момент, это для тех, у кого есть Джинси. Берем Джинси. Первый слот, тут Кантарелла во второй и Верина в третий. Здесь будет лучше Верина, потому что и быстрее ротацию будет делать, и удобнее будет играть. И на Кантареллу в этом случае лучше всего поставить Moonlit Clouds. Здесь я забыл еще сказать, если вы будете собирать Кантареллу под Хавок персонажей, то есть саппортить Хавок, то на нее лучше одеть Midnight Veil сет.